Наконец-то мир приключений в Кыргызстане. Мы очень рады приветствовать вас. И с радостью согласились организовать вам экспедицию. Выбрали самые лучшие локации, самые отдаленные, самые такие первозданные, нетронутые места. Я надеюсь, город Тянь-Шань вас примут с радостью. И вы откроете много новых мест. И впечатление будет выше гор в Кыргызстане. Спасибо, спасибо. Все. Ну что, в путь, дорогие друзья. Давайте. Ребята, садимся. Едем в далекие края, Добрый путь. дикую природу Тянь-Шаня. Главное правильно сесть, так, место там. Наконец-то мы в Киргизстане. С Лорочкой рядышком осуществилась мечта. Едем за приключениями в горы, увидеть животных диких, порыбачить, увидеть те места, которые недоступны многим людям. А мы едем и хотим получить кайф, приключения и все наилучшее потом показать нашим внукам. Ура! Вперед! Başı çayxama, köpçülük kınaydama. Oydu boyun döndü bas, eşler seni bayxıla. Вот это самый лучший хлеб в Киргизии. Национальная лепешка, да? Очень вкусно. Итак, попрощавшись со столицей Кыргызстана, городом Бишкек, мы отправляемся на юг, к перевалу Ато-Ашуу, расположенному на высоте 3586 метров над уровнем моря. Из-за погодных условий он даже летом может быть покрыт снегом. Перевал Ато-Ашуу был одним из важнейших на всем протяжении Шелкового пути. Он расположен на трассе, которая связывает северную и южную части Кыргызстана и состоит из нескольких серпантинов, с которых открывается великолепный вид на окружающие вершины и долину Суу-Самыр. В Суу-Самырской долине находится мазар Кажамкулу. Это могила, участие в строительстве которой принимал знаменитый кыргызский богатырь Кажамкул. Здесь сохранился огромный камень весом более 600 килограммов, который в 1924 году он поднял и водрузил на могилу одного из местных руководителей – Тейта Оулу Чагынбека. Он здесь родился, мужик такой, ростом 2 метра 30 сантиметров, Ходжонков, такой богатырь был. Он свою лошадь поднимал. Потом его вот здесь лежит друг его. Он пришел, вот этот камень взял, где-то он показывал, вот оттуда, по-моему, поднял сюда, пришел, и вот здесь он просто вот так воткнул вот этот камень. Он воткнут и стоит сейчас, да, этот камень, это другу поставил. А потом зайдите вовнутрь, он, когда все, он вот это все он руками делал. При выходе он руками вот так держит и с вида этот оставил. Отвечает оставил. Сказали, что этот богатырь поставил в конце руку в мокрый еще раствор. И он был 2 метра 30 сантиметров. И вот моя рука. Небо и земля. Богатырь. К долине Суу-Самыр примыкает ущелье Западный Каракол. Это ущелье весьма протяженное, с запоминающимися пейзажами и сложным географическим рельефом.
образует широкую межгорную впадину, по которой протекает бурная и многоводная река, несущая свои воды в Какамерен. Пойма реки покрыта густой растительностью, сквозь которую виднеются небольшие островки. Ущелье практически необитаемо, и лишь летом здесь устанавливаются стойбища чабанов. Альпийские луга, многообразие трав, горный воздух, чистая вода в горной речке создают прекрасные условия для отдыха и рыбалки. И именно здесь мы решили разбить наш первый лагерь. Как обычно, все занимаются обустройством лагеря, а Бердиназар Такумович готовит снасти. Он один из местных и поможет нам в предстоящей рыбалке. Итак, с надеждой наловить на вечернюю уху мы начинаем охоту на рыбу. Удачи нам! Добавка к ухе. Так что хорошая такая. Горы, какой острый цвет. Мы начинаем наш тур 23-дневный по сказочным красотам Тянь-Шань. И сегодня наш первый лагерь. Мы, конечно же, налили по рюмочке. Это напиток моего друга Валеры Бороде, который он сам делает, он знает, сам не присутствует здесь. Но его напиток с нами. Я хочу пожелать всем здоровья, в первую очередь, чтобы мы весь тур прошли. Второе, чтобы каждый вечер мы получали новые и новые эмоции. И чтобы эти эмоции, мы с ними приехали домой и поделились со всеми нашими близкими. И все воспоминания на долгие годы о Кыргызстане остались в нашем сердце. Давайте. Приехали. Нам удали, приехали. Уже можно есть, да? Юрий, прости меня. И, конечно же, в завершении дня все собираются у костра, чтобы в теплой компании поделиться впечатлениями от увиденного и немного расслабиться перед завтрашней дальней дорогой к озеру Санкуль.
Между Сусамырской и Джунгальской долинами, в окружении величественных Тяньшанских гор, находится удивительной красоты ущелье Кокомерен, где между горными хребтами несет свои бурные воды река, давшая название всему ущелью. Величественные горы, кристально чистые реки и уникальная природная красота делают его одним из самых захватывающих природных районов Кыргызстана. Итак, нас ждет знакомство с красотами ущелья Кокомерен. В Джунгальском районе сворачиваем с трассы, чтобы познакомиться с еще одним чудом природы, скрывающимся среди вершин Тяньшаня – озером Акколь. Обедаем, ребята, у этого прекрасного озера. Юра, обед сейчас. Ты готов к обеду? Юра, Все, пауза. сухарики. Я первый раз справляю день рождения в Кыргызстане. Хорошая компания, хорошая природа, все окей. Дай бог еще вернуться сюда. Тем более на такое прекрасное озеро. Озеро Акколь расположено в окружении горных вершин на высоте 1800 метров над уровнем моря и считается одним из самых красивых высокогорных озер Кыргызстана. Дальше наш путь лежит по красивейшей альтернативной дороге юг-север, пролегающей вдоль каньона Хан-Салык. Этот каньон окружен высокими скалами, узкими ущельями
и глубокими обрывами, врезающимися в русло реки Кокомерен. Почти вертикальные стены каньона образованы слоистыми породами, которые формировались под воздействием эрозии на протяжении многих миллионов лет. Ниже по течению река Кокомерен впадает в реку Нарын, через которую были построены эстакадные мосты, которые очень гармонично вписываются в рельеф каньона реки Нарын. Длина первого моста 1076 метров, а второго 396 метров. Это самые крупные мосты в Средней Азии. И вот, наконец, перед нами открывается величественная панорама самой большой реки Кыргызстана, реки Нарын, окруженной горными хребтами Тянь-Шаня. Там, за рекой, нам предстоит преодолеть еще несколько перевалов, чтобы добраться к высокогорному озеру Санкуль. Мы из Джумгальского района через перевал переехали в Ахталинский район. Сумасшедший красивый серпантин. Ну просто громадный, длинный
и очень интересный, с выходом потом на просторы. Вот так, класс. Преодолев очередной сложный серпантин, на этот раз перевала Молдова-Шу, мы решили остановиться, чтобы насладиться чарующими видами ущелья, окруженного величественными хребтами Тянь-Шанских гор, где цветущие луга чередуются со скалистыми выступами, покрытыми густой зеленью могучих елей. Да, по праву этот перевал считается одним из самых живописных в Кыргызстане. И снова в путь. Сегодня нам еще предстоит добраться к юрточному лагерю, расположенному на южном берегу высокогорного озера Санкуль. Красотища-то какая! Посмотришь направо юрты, налево юрты. Прямо. Красота! Озеро. Супер красиво. Классно! Ой. Бегай еще сложнее. Тихо, есть, бежи. Короче, вот такой. Сделай, ну так сделай. После долгой дороги нет ничего лучше отдыха на берегу высокогорного озера Санкуль. Вглядываясь в его спокойную водную гладь, невольно задумываешься о вечном. Вчера мы, преодолев перевал Молдашу, прибыли к озеру Санкуль, который находится на высоте 3016 метров. Длина озера 29 километров, ширина 18 километров, глубина 13 метров. Наши гости сегодня отдыхают, у нас сегодня праздник. Организовываем нашу национальную игру Кукберу, при переводе означает «казалдрани». Толқын болот деңиздин тереңдери, толқындай бол Кыргыздын жигиттери. Чок кармаган колуң менен батыр бол деп чоңойткан чоңопалар сени мени. Бийик болот, чокусу болот тоонун бийиктери, чокудо бол Кыргыздын жигиттери. Чок кармаган колуң менен батыр бол деп чоңойткан чоңоталар сени мени дейт. Урматтуу кыргыз элим, Кыргыздын кыран жигиттери. Биз кыргыз жалаң аттын жанында өскөн кыргызбыз. Мына бул түбөлүктүү оюн биздин Көкбөрү. Ошон үчүн
кандай көк боорду чоюп кандай тартсак ошондой бүгүн да оюн көрсөтүп аман эсен кырсыктан чыгарып алып барган жерге байрагыбыз илип жеткен жерге желекти илип ар дайым дуктан кайтпай өлүмдөн дагы намысы бийик калмаган элбиз. Давайте жакшы оюн көрсөтөлү. Дословно «Кокберу» переводится как «синий волк». Как гласит предание, древние кыргызы первоначально загоняли на конях именно волка, а затем добычу использовали как главный объект молодецкого спора и борьбы джигитов за главный трофей. Позднее в качестве предмета состязания стали использовать тушу козла или овцы. Игра похожа на футбол. Выступают две команды всадников. Вместо мяча используют тушу барана, а вместо ворот – подобие больших казанов. Участникам необходимо перекинуть барана в зачетную зону противника, в то время как соперники пытаются эту тушу перехватить. Кокберу – забава для настоящих мужчин. Раньше такой шуточный поединок в первую очередь был тренировкой для будущих воинов. Молодые люди учились управлять лошадьми в экстремальных условиях и бороться с противником, стоя в седле. На этом состязание завершено, и нам пора в лагерь, где нас ждет встреча с известным музыкантом и хранителем древних традиций кыргызского народа Серкебаевым Нурбеком. Дорогой Нурбек, здрасте. Спасибо, что вы откликнулись на наше предложение принять участие в съемках фильма о Кыргызстане, о землях, красотах ваших, о людях, о народе. И, конечно, наш фильм был бы неполноценным, если бы мы не смогли бы отразить хотя бы часть национальных традиций, в том числе музыкальных. Да? И очень рассчитываем на вашу помощь. И спасибо еще раз вам огромное. Добро пожаловать. Вот мы с семьей сюда приехали к вам, чтобы показать кыргызскую культуру музыкальную. Сыграйте нам, вот было бы интересно, разные районы, разные традиции у одного и того же народа, разные песни, правильно? Вот. У нас есть песня такой: один раз в жизни живем и должны достойно жить. Называется «Жашавайт адам кайрадан». Это о дружбе. Bir gün çöl
А вот этот инструмент, он как называется у вас? Ну, этот инструмент называется комус, это обозначает ком, это общество. Уз, это все мастеры. Это абрикосовые, из ореховые тоже делают. Да. Понятно. Ну, сыграйте что-нибудь. Этот великий композитор, он вот все, здесь 4 сезона, и зима, и лето, и осень, и весна. Вот тут ветер, тут я сам видел. Вот и я чувствовал, как эта мелодия появилась. Я сам здесь, в Америке 7 раз был, а здесь 1 раз. Видите как? И мы вас сюда притянули. Спасибо вам, что позвали. Да вы мало меня того, вы сюда. не один же приехали, вы же с семьей приехали сюда, да? Ага. И ваши дети здесь Да. с нами, да? Ага. Как зовут вас, красавцы? Мырза, да? Спасибо огромное. Спасибо, молодцы. Эпос Манас это такой большой эпос, это побольше, 100 раз больше даже Одиссея, Илиада. Құдайдың сүйген пендесі, қара суды сұлусу, аяз аттың нұрдысы, Темірхан қызы қанекей, батыр бейбақ болучу, барған жерге қалаймен, салған бейбақ болучу, ел чубақты көргенде, елтей болып түйіліп, Темірхандың алдына, азыр жетті жүгіріп, атекесін мұң айтат, қанекесін мұң айтат.
Спасибо, браво, браво, браво. Браво. Кожа верблюжья, дерево, яблоко и абрикосовое. Ну, на этом играет только сейчас где-то 5 музыкантов только. Давайте спою песню о табуне. Спасибо, спасибо. Вот наш ученик с нами приехал. Он тоже виртуозный уже исполнитель на комузе. Может, позовем? Да, давайте попросим. Сначала вот влюбленные вышли на игру. Сначала парень должен догонять девушку и должен догнать. Прям на скачке целовать и украсть домой. Если не догонят, все, уже обратно девушка будет бить камчой на скачке. В этот прекрасный вечер у высокогорного озера звучит народная музыка. Как это здорово, правда? Ну, вы остаетесь с нами, и хочу вас попросить, если такая возможность есть, утром, если будет рассвет, и если еще раз зазвучит народная музыка, это будет прекрасно. Ребята, благодарим нашего Нурбека за прекрасный вечер сегодняшний. Спасибо. Спасибо.
Это было удивительное выступление. Звуки флейты как будто растворялись в лучах восходящего солнца. А на их зов, как в сказке, явился табун лошадей, спешащий на утренний водопой. И все это происходило на наших глазах. Аталардан қалған тұрмыш ырғағы, бұл жаш оның көркі көңіл açуда. Өмір шаңы екеумізге тең ортоғай, сен қандайсың жаным көңіл açуға. Сенсіз көркі. Нам пора дальше. Впереди нас ждет перевал 33 попугая, знакомство с водопадом Сонкуль и каньонами национального парка Каратал-Жапырык. Келчи жаным, келчи жан дүйнөмө кирчи, сени күткөн бакыт эшиги ачып киргенде. Бири берилген шаттуу өмүрдө кетпесин ару көңүлгө. Бул жашоодо өкүнүлөр аз болубай, көлкүп чалкып калсак жаштык көлүндө. Ömürler ötkün ötö da berip, konoksun mal komay karap tursan da. Maksatlardın seresine untulubay, ay yıldızga serpip oldusun sanda. Nazik көркі гүлдөй, керемети күндөй, чоң сүйгө жолугуну тилейлей. Өмүр наркы бизден, көңүл наркы бизден, майда адамдар майда сүйгөндөй, биз майда сүйбейлей. Чындык ошол жашоо шартында, мен да саған аппақ сүй берейін ай, сен да маған аппақ сүй тартуға. Мен өзімді саға бүтін берейін ай, сен де өзіңді маға бүтін тартуға. Водопад Сонкуль расположен в живописном ущелье на высоте 2700 метров над уровнем моря. На расстоянии он выглядит спокойным и мирным, но приближаясь к нему, понимаешь, что в действительности это могучая стихия, с грохотом низвергающая с 30-метровой высоты из тесного проема, зажатого между скалами, тонны бурлящей воды. Ниже по течению горный поток несет свои воды к удивительному по красоте каньону, где мы и обустроим наш следующий лагерь.
этом прекрасном ущелье национального парка Каратал-Джапырык мы завершаем первый этап нашей экспедиции. Огромное спасибо ребятам. Нас сегодня покинут два наших водителя, и на новых машинах нам придется ехать дальше. Путешествие становится все экстремальнее и экстремальнее, поэтому машины нужны другие. Ну и вот Улан сейчас расскажет, что нас ждет в ближайшие дни. Завтра мы едем на специальных подготовленных внедорожниках сафари. Завтра мы едем в один из красивых высокогорных озер Кольсу. И дальше продолжаем наш путь через Узенгу-Кош. Вперед! Я думаю, нас ждут новые приключения. Вперед за приключениями! По машинам! По машинам! Итак, на подготовленных к бездорожью машинах мы отправляемся к озеру Кельсу. Нам предстоит преодолеть горный массив Тяньшаня, Аксайскую долину и перевал Кынды, чтобы добраться к долине Койкыя, где в живописном ущелье и находится жемчужина Кыргызстана – высокогорное озеро Кельсу. Переезжая очередной мост в Аксайской долине, мы заметили красивый каньон и решили сделать небольшую остановку, чтобы рассмотреть его поближе. Дальше, по извилистой дороге, пронизывающей всю Аксайскую долину, мы отправляемся к ущелью Койкыя, где в юрточном лагере проведем последующие 2 дня. И вот, наконец, после долгого переезда перед нами открывается удивительной красоты панорама долины Койкыя. Возвышается величественный горный хребет, а внизу она усеяна множеством юрт, и почти все они предназначены для туристов, прибывающих насладиться красотами озера Кельсу. Итак, мы прибыли в долину Койкыя, которая находится на высоте 3300 метров над уровнем моря. Завтра доберемся на лошадях к одному из уникальному озеру Кольсу. Местные называют также Кольтетери. К вечеру, на закате, в лучах уходящего солнца, долина заиграла новыми красками, а густые облака, нависшие над заснеженными вершинами гор, придали ей еще больше суровости.
Наступил новый день. Вчерашние хмурые облака рассеялись, и долину Койкая озарило яркое солнце. В предвкушении новой встречи с прекрасным на внедорожниках мы отправляемся к загадочному высокогорному озеру Кельсу, скрывающему свои воды в глубине величественного горного массива Кельтау на высоте 3514 метров над уровнем моря. Дорога довольно сложная и ведет в болотистую низину, поэтому на каком-то этапе, чтобы добраться к самому озеру, нам предстоит пересесть на лошадей. Часть нашей группы впервые участвует в конном походе, поэтому с осторожностью, в сопровождении гидов, дальше мы отправляемся к озеру Кельсу на лошадях. И вот, наконец, перед нами открывается удивительной красоты панорама озера Кельсу, со всех сторон окруженного отвесными скалами горного массива Кельтау. Эти голые скалы имеют причудливый рельеф и испещрены многочисленными гротами. Об этом удивительном озере в интернете можно найти достаточно много информации, поэтому предлагаю вместе с нами просто насладиться его неповторимой красотой.
За время наших путешествий по миру мы повидали много красивых озер, но Кильсу действительно уникальна. Такой красоты, пожалуй, не встретишь нигде на земле. Сегодня весь день мы проведем в пути, наслаждаясь красотами долины реки Мадюрюн и главным гребнем горного хребта западный Какшал-Тоор. А к вечеру нам необходимо добраться в отдаленный район Аксайской долины, где у подножия ледников пика Кызыл-Аскер мы и разобьем наш следующий палаточный лагерь. Рано утром на внедорожниках мы отправляемся к подножью ледника Карагермес, спускающегося с северных склонов вершин Кызыл-Аскер. Дороги здесь нет, поэтому нам приходится ехать вдоль склонов, обходя самые опасные заболоченные места. К сожалению, сейчас горный массив практически не виден за окутавшими его вершины густыми облаками. Но мы надеемся, что с восходом солнца они рассеются, и Кызыл-Аскер предстанет перед нами во всей своей красе. В предвкушении незабываемого зрелища мы отправляемся в пеший поход, чтобы хоть немного приблизиться к леднику. Преодолев небольшой подъем, перед нами открылась величественная панорама горного массива Кызыл-Аскер.
Да, это было незабываемое зрелище. Остроконечные пики горного массива Кызыл-Аскер, окруженные массивными языками ледника Кара-Гермес, останутся в нашей памяти на долгие годы. Наступил новый день, а вместе с ним и наиболее экстремальная часть нашей экспедиции. Итак, мы отправляемся на восток, в сторону Узен-Гукуш. И ближайшие 3 дня нас ждет настоящее экстремальное сафари по бездорожью. Приключений не пришлось долго ждать. Уже на подъезде к реке Мадюрюм наши машины успешно завязли в болотистой низине. Это и есть эксклюзивное путешествие, когда в болоте 2 джипа застряло. Болото ходит, вот видите, болото просто все ходит. Успешно преодолев прибрежное болото, наши водители направляют машины вдоль русла реки, чтобы подобрать брод для переправы на другой берег. И тут неожиданно, невдалеке, мы увидели знакомую машину. Оказалось, это наш друг Кылыч. Его машина сломалась еще в долине озера Кельсу, но с помощью друзей ему удалось в походных условиях ее восстановить, добраться к Кызыл-Аскеру и успешно завязнуть в русле реки Мадюрюм. Прибытием Кылыча в нашем полку прибыло, и, как показали дальнейшие события, только его профессиональный взгляд охотника дал нам возможность встретиться со снежными барсами и снять на камеру целый сюжет из их жизни. Ну а наше экстремальное сафари по бездорожью продолжается. Преодолевая трудности, мы постепенно продвигаемся вперед, к Узен-Гукуш, а дополнительный стимул
нам придает желание нашего повара Медера сегодня вечером приготовить мясо барашка в земле, на камнях по кыргызской традиции. К сожалению, на машине Кылыча один из мостов восстановить так и не удалось. Поэтому в труднопроходимых местах приходилось для страховки пользоваться тросом. Мы продолжаем наш путь вдоль реки Катур, наслаждаясь девственной природой этих мест. Туристов здесь практически не бывает, и как следствие дорога местами превращается просто в направление. Наслаждаясь красотами горных хребтов и ущелий, преодолевая опасные крутые серпантины перевалов, перед нами всякий раз открывалась неповторимая картина Тянь-Шанских гор, наполненная буйством красок, от черного, коричневого, красного до зеленого, желтого и белого. Эти горные пейзажи, протянувшиеся вплоть до слияния рек Катур и Узенгу-Куш, никого из нас не оставили равнодушным.
К вечеру мы добрались до места нашего следующего палаточного лагеря. Погода окончательно испортилась, но это не помешает приготовить обещанное нашим поваром Медером мясо барашка в земле по кыргызской традиции. Мясо получилось действительно очень вкусным. И спасибо нашему повару Медеру. Его креативный взгляд в приготовлении пищи всегда оказывал положительное влияние на теплую атмосферу, царившую внутри нашего дружного коллектива. Наступило утро, тучи рассеялись, и перед нами открылась удивительной красоты панорама каньона реки Узенгуш. Сегодня нам предстоит 18-километровый конный переход через каньон к самой высокой вершине этих мест – пику Данкова. Окружающие каньон скалы, белоснежные вершины гор, топот копыт лошадей навеяли на нас воспоминания, когда в юности мы смотрели фильм «Золото Маккены» и восхищались красотой каньона, который преодолевали на лошадях герои фильма. Так вот, этот каньон реки Узенгуш, пожалуй, покрасивее был.
перед нами открывается величественная панорама ущелья с возвышающимся над ним пиком Данкова, высота которого составляет 5982 метра над уровнем моря. И это самая высокая вершина хребта Кокшаалтоо Тяньшаня. И снова в путь, где нас ждут новые приключения. Ну вот только выехали, а тут сели уже. А вроде бы чистили трактором. А вчера был ночью дождь и снег в горах, и вот получили. Тогда мы еще не знали, что именно этот день станет самым важным во всей нашей экспедиции, и нам представится возможность встретиться со снежными барсами. А пока нас ждет знакомство с одним из самых отдаленных и труднодоступных участков ущелья Узенгукуш. Большая часть дороги проходит под горным хребтом, и поэтому здесь часто происходит обвал породы, перекрывающий возможность проезда. При этом помощи ждать просто неоткуда, и поэтому сюда редко кто добирается. Ну а нам, для того, чтобы преодолеть ущелье Узенгукуш, нужна еще и удача. И мы, конечно же, надеемся, что она не покинет нас. Мы добрались к тому месту, где на склоне горы наш друг Кылыч заметил силуэты двух барсов. Снимай! Барс! Там, вот они! Двое!
растет, видишь? В тень очень. Сейчас в тень идут. Да, сейчас длинными хвостами. В тень. Зашли в тень. Вот и тень, Валера, видишь? Я вижу. Сейчас они поднимутся. Они ничего это не двигали? Да, Они потихоньку. Один зашел Куда? за правую стенку. Второй идет по центру. Куда он ушел? Скала вот это есть, вот это, нагиб вот это. Они туда зашли и стоят. Я держу план, пока я их не вижу. Не могу как-то увеличивать. Надо выше. О, где камни? Переполненные эмоциями от неожиданной встречи с барсами, мы отправляемся дальше, вдоль ущелья Узенгукош. Впереди еще трудная, местами опасная дорога, но это нас уже не может остановить, и мы обязательно пройдем весь этот путь до конца. Все хорошее когда-то заканчивается. Вот и этот день незаметно подошел к концу, и нам пора подыскивать место для ночлега.
Сегодня день таких больших эмоций. И оно понятно, потому что мы завершили вторую часть нашей экспедиции, можно сказать. Это оффроад сафари, да, которая получилась у нас просто на одной волне все, да. И, конечно же, наверное, в каждой нашей экспедиции вот оффроад занимает свое особенное место. Потому что это наиболее эмоциональные такие путешествия, когда каждый поддерживает друг друга, и благодаря этому можно преодолеть любые трудности. Вот я не знаю, что мы увидим дальше, нас ждет Койкап, но то, что мы видели здесь, просто поражает своей красотой. Вот, Улан, скажи, вот это ущелье, это вот эта территория, да, она национальный парк, во-первых, наверное, да, это все? Да, это одно из таких мест у нас в стране, в Кыргызстане, то, что это, во-первых, непредсказуемость дороги, то, что там часто происходит сель. Поэтому это одни из таких мест и красивых очень, да, и труднодоступных. Это ущелье называется Узюнгу-Куш. Это граничит с Китаем. Вот как раз барсы находились на китайской стороне. И, боже мой, какая вот удача, да? Люди приезжают в Гималаи, Памир, Тяньшань, да, и много проводят времени. Некоторые живут всю жизнь и не видят барса, да? А нам вот так удалось. Охотничий взгляд помог. Нашего друга, Помог. который, преодолев все трудности, сломанные машины, вернулся, догнал нас, и он увидел их. И мы смогли снять. И, конечно, мы обязательно покажем в фильме это. Но до Барса нам очень посчастливилось, как мы скакали на конях. Да, это же было, это было мы великолепно. пошли даже в галоп. Это было такое ощущение, это первый раз в жизни, ощущение такого грандиозного каньона, и ты какая-то мелкая такая пешечка, и в ней скачешь. Ты же помнишь это «Золото просто Маккены». бакены. Да. Это наша юность, фильм. Эти вот Только каньоны, стрелять. ничем не уступал этот каньон. Честно. Он просто даже был красивее того. Да. Ну что, нас ждет новый этап. Мы к нему готовы. Мы приезжаем завтра в город Каракол. Да. Там прощаемся с ребятами. Всем огромное спасибо. Вот. А мы в Койкап направляемся в надежде вновь встретиться со снежным барсом. Полеты на вертолете всегда в наших экспедициях занимают особое место. Вот и этот не исключение. Почти на родном, еще советском Ми-8 мы отправляемся в самое недоступное и загадочное ущелье Тяньшаня – Койкап. Там мы пробудем 4 дня и надеемся получить незабываемое впечатление от нетронутой человеком дикой природы Койкапа. И, конечно же, на новые встречи с обитающими здесь животными. Наш маршрут пролегает над заснеженными вершинами Тяньшаня, поэтому этот перелет уже сам по себе большая редкость. С разрешения командира вертолета мы установили несколько камер и постараемся показать, как выглядит Тяньшань с высоты нашего полета.
Итак, мы остаемся здесь на 4 дня, наедине с дикой природой Кэкап. И рассчитывать придется только на свои силы, так как помощи ждать просто неоткуда. Мы наконец-то добрались к одному из самых загадочных и труднодоступных ущелий Тянь-Шаня. Конечно, нас ждет, наверное, интересное знакомство, но с этим ущельем еще связана давняя-давняя история, да? Это ущелье называется Койкап. Оно действительно очень труднодоступное. Сюда один вариант только на вертолете или где-то на ноябре, где река будет уровень низко, тогда можно на лошадях где-то 4-5 дней пути от ближайшего городка. И здесь очень интересная история, что в 19 веке здесь обосновалось маленькое кыргызское племя, и они были уединены от большого мира. То есть и они тут жили, и вели торговлю с Китаем. И есть также интересная история, легенда, что предводитель этого племени кыргызского здесь как бы спрятал свой клад, и очень много как бы авантюристов, да, мечтает побывать здесь и найти этот клад. Здесь вот находимся парк Хантенгри. Труднодоступные места тут вообще почти что никто не бывает. Тут Майбулах, Теректи и Айрансу. Айрансу. 3 ущелья. Будем смотреть животных? Конечно, будем. Ну давайте, с Богом, как говорится. Вперед, и начинаются наши дни здесь, в этом удивительном месте. И надеемся, что все у нас получится. Завершив обустройство палаточного лагеря, мы вместе с нашим проводником Столбеком отправляемся знакомиться с девственной природой Кэкап. И, конечно же, надеемся на встречу с обитающими здесь дикими животными. Выбрав удобное место на склоне холма, мы стали наблюдать за склонами окружающими нас гор. И вот, наконец, впереди, на скале, поросшей зеленью, Столбек заметил стадо козерогов. Незаметно первый день нашего пребывания на Койкапе подошел к концу, и пора возвращаться в лагерь, где наш повар Медер обязательно порадует нас вкусным ужином. Вечером, сидя у костра за чашечкой чая,
Мы делились впечатлениями от увиденного сегодня. Нам удалось встретить довольно большое стадо козерогов. А если есть козероги, значит где-то здесь должны быть и барсы. А это оставляет нам маленькую надежду на еще одну встречу со снежным барсом. Ранним утром мы вновь отправляемся на поиски животных. До рассвета нам необходимо подняться на вершину горы с перепадом высоты в 600 метров, откуда открывается великолепный вид на все 3 ущелья. С рассветом на свое любимое пастбище вышли яки. Еще в советское время их сюда завезли на вертолете. И с тех пор они здесь прижились и полностью одичали. Так что приближаться к ним стало довольно опасно. Невдалеке сопровождающий нас егерь Улан заметил парящего в небе грифа и предложил понаблюдать за ним, так как часто, заметив хищника, они кружат невдалеке в надежде поживиться остатками пищи. Неожиданно на склоне под пролетающим грифом мы заметили ускользающий силуэт снежного барса. И это настоящая удача. А в это время на противоположном склоне, поросшем густым кустарником, обосновалось еще одно стадо козерогов.
Еще один поход вдоль реки, пересекающий ущелье, завершает наше знакомство с Койкапом. И напоследок еще одна встреча с кабаном, занятым поиском своих собратьев. Однако встреча с нами не входила в его планы и оказалась для него полной неожиданностью. Пролетели 4 дня нашего пребывания на Койкапе. Находясь здесь, в труднодоступной глубинке отрогов загадочного Тяньшаня, мы напрочь потеряли ощущение пространства и времени, и нам казалось, что жизнь замерла вокруг. Но этим иллюзиям не суждено было сбыться, а прилетевший вертолет вернул нам чувство реальности. И только улетая, пришло осознание того, что мы прощаемся с загадочным Тяньшанем. В завершении нашей экспедиции мы, конечно же, не могли не посетить Иссык-Куль. Язык не поворачивается назвать его озером. Это настоящее море. Море, отражающее всю глубину души кыргызского народа. Именно здесь, на Иссык-Куле, начинается и заканчивается загадочный Тяньшань. Ну а мы в кругу друзей проведем этот завершающий вечер нашего пребывания в гостеприимном Кыргызстане. Что, Андрей, как? Приятно. Свежо. Интересно. Освежающе. Да, уже вот первый раз было так. Ну вот незаметно наступил завершающий день нашей экспедиции, да? Мы на Иссык-Куле. Это удивительное место просто поражает своим простором, своей красотой и цветом воды, и горными вершинами, окружающими это прекрасное озеро. Ну, наверное, здесь и есть, может быть, сохранена душа кыргызского народа. Это, может быть, символизирует вот это огромное море, я бы сказал, даже не озеро. Все прошли, все, что планировали. Спасибо компании вашей Кыргыз-туризм, что вот то, что задумано, все удалось реализовать. Да, испытаний было много, но мы прошли все испытания по воле Божией достойно. Слава Богу. Слава Богу. Да, и очень мне больше всего понравилось, конечно, вот этот вот этап оффроад, да, который был. Не
Да, вот. Это было просто необъяснимо почему, но сложился коллектив людей с разных концов земли, да, приехавших, и местных жителей. Да. И у нас сложилась такая единая команда была, да? Да, и мы благодаря этому мы все преодолели. Ну что, мы желаем новых встреч с вами и с вашей компанией. И, может быть, когда-нибудь, по воле Божьей, мы окажемся еще раз в Кыргызстане и с радостью проведем еще какой-нибудь тур. Мест здесь очень много. Смотреть и смотреть. И всем желаем сюда приехать. Всего доброго. Добро пожаловать в солнечный Кыргызстан. Пока. Пока. Итак, я хочу подарить своим друзьям, своим близким эту песню. Пусть эта песня, она останется в памяти. И я думаю, чтобы просто воспоминания такие красивые друг к другу. Расшумелись вороны, раскричались, разлетелись стороны, песники крикливые. Как же мог я допустить к сердцу бессердечную, что сгубила молодость красотой своей? Как же мог я допустить к сердцу бессердечную, что сгубила молодость красотой своей? Дайте папироску мне, и я вам расскажу про судьбу свою, я вам все изложу. Дайте папироску мне, и я вам расскажу. Ой, про судьбу свою я вам все изложу. Поросла тропинка-то, что к тебе вела, где гуляли мы с тобою вместе до утра. Говорила мама мне, что с лица воды не пить, и не все золото, что огнем горит. Говорила мама мне, что с лица воды не пить, и не все золото, что огнем горит. Дайте папироску мне, и я вам расскажу про судьбу свою, я вам все изложу. И я поверил ей, что она моя, и доверил ей я всего себя. Ну скажите, люди, в чем моя вина? Я ее одну любил больше, чем себя. Дайте папироску мне, и я вам расскажу про судьбу свою, я вам все изложу. Раскричались вороны, расшумелись, разлетелись стороны, вестники крикливые. Как же мог я допустить к сердцу бессердечную, что сгубила молодость красотой своей? Дайте папироску мне, и я вам расскажу про судьбу свою, я вам все изложу.